Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы хотим вам дать определенные советы, рекомендации, которые касаются привлечения удачи, привлечения изобилия и достатка в ваш дом. И также немножко поговорим о том, как вы с помощью того, что вы можете совершать, вы можете привлечь несчастье в свой дом. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, существует достаточно много народных примет, традиций, суеверий, которые были переданы нам от наших предков, и они именно были связаны с нашим домом. И благодаря этому мы с вами можем решить проблемы, которые связаны с удачей, а также, что немаловажно, изменить свое будущее. Еще в старые времена наши предки верили в различные народные приметы и, конечно же, старались их соблюдать. По одной простой причине, что эти советы, народные приметы, суеверия, традиции, они передавались из поколения в поколение. И считается, что благодаря им можно избежать жизненных проблем и настроиться на благополучие. А ведь это здорово, когда мы с вами знаем историю наших предков, когда мы знаем, как наша бабушка к приготовке говорила определенные слова, или почему бабушка, когда шла садить томаты, огурцы, говорила также определенные слова. И вот эта народная мудрость, она уже, к сожалению, потихоньку забывается, но мы с вами вспомним ее. Вы знаете, дом издавна был у наших предков, у наших бабушек, прабабушек, был укрытием и защитой. Наш дом, он всегда оберегал от холода, от дождя, от ветра, от врагов, а также от негативно настроенных соседей, но и еще оберегал наш дом и от злых сил. Помните, мой дом – моя крепость. И люди всячески старались сделать свой быт удобным для всех членов семьи и соблюдали при этом определенные правила. Что же это у нас за правила и народные приметы и суеверия? Помните о том, что если треснуло стекло, то стоит ожидать неудачи в пути. И кто-то из семьи может сильно заболеть. Люди верили, что кто-то из недоброжелателей хочет сделать гадости всем членам семьи. А если еще треснуло стекло на северной стороне, то наши предки знали, что стоит ожидать плохих вестей от родственников. Если в вашем доме упали шторы ни с того ни с сего, или еще хуже они порвались, то знайте, что возможен конфликт у вас дома или с коллегами по работе. Все мы любим запекать яблочки. Так вот, знаете, если лопнуло яблоко во время запекания, то ждите хорошие новости. Возможно, прибыль или получение даже новой должности. Большая просьба, когда вы садитесь за стол для того, чтобы завтракать, обедать или ужинать всегда накрывайте скатерть, потому что стол без скатерти в таком случае в семье стоит постоянно ожидать проблемы с финансами. При этом одни вроде проблемы вы решили, тут же появляются новые. Помните о том, что крошки со стола нельзя стирать ножом, бумажной скатертью или еще хуже рукой. В таком случае вы привлекаете в свою жизнь безденежье, ссоры и проблемы в своей личной жизни. Что для этого надо? Возьмите мочалку, возьмите тряпку или полотенце, но никогда не стирайте рукой или, например, бумажной скатертью. Если в супружеской спальне есть зеркало, стоит ожидать от родных и близких сердцу людей несправедливости. И с любимым человеком возможны ссоры и недопонимания. Поэтому старайтесь в супружеской комнате не ставить зеркало. А если оно у вас есть, то прикрывайте его светлыми тканями. Если люди хотят иметь детей, стоит как можно больше употреблять блюд из курицы или из яиц. Помните о том, что посуду на столе всегда нужно прикрывать полотенцем, чтобы не было ссор и конфликтов в семье.
Если вы забыли положить соль в блюдо, в которое вы всегда кладете, то знаете, что, возможно, у вас в скором времени проблемы с деньгами. Никогда в жизни не оставляйте грязную посуду на ночь. Как бы вам ни было плохо, как бы вы ни устали, какие ни были форс-мажорные обстоятельства. Вообще посуду лучше, вот вы поужинали, сразу встаньте и помойте всю посуду, потому что именно грязная посуда, она после того, что вы не делаете, казалось бы, эту простую вещь, не моете посуду, у вас возникают проблемы со здоровьем как у вас, так и у членов семьи, а также, как правило, грязная посуда ведет к бедам и всевозможным неудачам. Следующее – телевизор. Телевизор, он настолько находится в нашем жизни, мы прямо без телевизора никуда. Хотя это по большому случаю это черный ящик, который выполняет такую вот функцию, которая забирает нашу энергию и отдает нам энергию. В каком случае она дает? Когда мы с вами смотрим фильмы, сериалы, новости, мы получаем энергию. Второй момент, какая это энергия, плохая или хорошая. Но когда телевизор выключенный, вот этот черный ящик начинает тянуть энергию. Энергию с нас, с людей, которые проживают в этом доме или в этой квартире, начинает тянуть с мебели, с предметов интерьера, то есть что послабее. Поэтому, пожалуйста, когда у вас есть телевизор, то на ночь телевизор также укрывайте каким-нибудь, например, простыней или полотенцем, желательно светлых тонов, чтобы этот вот именно черный ящик не тянул с вас и с ваших членов семьи энергию. Особенно это касается тогда, когда телевизор находится в спальне, где вы спите. И вы должны понимать о том, что когда вы спите, соответственно, ваша энергетика подвержена влиянию извне. В том числе и телевизор также оказывает на вас влияние. Поэтому, если вы любите смотреть на ночь телевизор, все равно не поленитесь, встаньте, не только вы его выключите, но и также накройте то ли полотенцем, то ли простыней, то ли каким-либо материалом, чтобы именно этот черный ящик не тянул с вас энергию. Помните о том, что если вы утром рано увидите много ворон, то это также к неприятностям. Вот, друзья, такие основные приметы мы сегодня хотели вам дать касательно вашего дома, чтобы вы знали, как правильно все-таки вести себя, как себя оберегать, не только себя, но и всех членов семьи. Конечно, верить в приметы, в народные приметы, в суеверие, в традиции – это дело каждого, и каждый сам решает, это ему надо или нет. Но если вы негативно настроены по отношению ко всему, то знаете, вы таким образом привлекаете несчастье в свой дом. Ну, а мы всем желаем, чтобы наши советы и наши рекомендации помогали людям в жизни.